Всем привет! Очень рада вас видеть на моем канале, и сегодня у меня для вас есть кое-что очень интересное. Давайте скорее посмотрим. Ну что ж, а мы с вами потихоньку начинаем готовиться к Пасхе. Сегодня у меня для вас есть вот такой цыпленок в костюме зайки. Я надеюсь, что он вам уже нравится. Поэтому вы обязательно захотите его связать к себе, подарить друзьям, близким или знакомым. И это не мой авторский мастер-класс. Сам мастер-класс я нашла в Instagram у девушки, у которой просто потрясающие работы. И я обязательно оставлю на нее ссылочки внизу. Если правильно произношу ник, то в Instagram она записана как Smila Toys. Очень рекомендую, переходите, потому что у нее также есть и другие схемы, но мне запал в душу именно этот цыпленок. И спасибо ей большое за то, что у меня есть возможность для вас его сделать. Итак, а мы с вами потихоньку начинаем. Итак, теперь более подробно о том, что нам нужно. Первый цвет и самый основной для тела и для головы цыпленка необходим будет желтый. У меня, к сожалению, только вот такой маленький кусочек, его не хватит на тело и на голову, поэтому я буду использовать не белый, но вот такой, как вы видите, кремовый цвет. Если у вас есть яркий желтый цвет, очень рекомендую его использовать, я думаю, получится чудесный цыпленок. Дальше розовый мы используем для ушек и сделаем щечки нашему цыпленку. Белый я буду использовать для пузика, для животика нашего цыпленка, и желтый для лапок и клювика. В принципе, это все по пряже. Пряжа у меня Yarn Art Jeans. Для нее отлично подходит крючок номер 2. А белую пряжу я буду использовать пушистую. Если вы новичок, не рекомендую, потому что на ней плохо просматриваются петельки. Это Alize Softy. Для тех, кто вяжет долго, вы можете использовать ее, если не запутаетесь. Дальше, про крючок я уже сказала, нам нужны будут глазки, у меня глазки на безопасном креплении, вы также можете использовать бусинки. Вам нужна будет иголка для сшивания и ножнички. Это, в принципе, все, что вам необходимо. Если вы как-то хотите украсить свою игрушку, можете использовать любые пуговки и нашивки по вашему вкусу. А мы с вами начинаем. Я беру белую пушистую пряжу и начинаю вязать животик. Начинаем с кольца амигуруми. Кольцо амигуруми будем провязывать 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Провязали. Кольцо мы затягиваем. И в первую петлю мы вяжем соединительный столбик. Готово. На пушистой пряже очень плохо видно петли, поэтому если вы новичок, не рекомендую ее использовать. Следующий ряд мы вяжем с вами прибавку в каждую петлю. Итак, в первую петлю вяжем прибавку. Раз. И сюда же 2, в следующую петлю 1, 2, в третью прибавка, в четвертую прибавка, в пятую петельку прибавка и в шестую снова прибавка. Итак, мы провязали с вами второй ряд. У нас по кругу должно быть 12 столбиков без накида. Следующий ряд мы вяжем столбик без накида и прибавка. Мы с вами будем чередовать. Вяжем столбик без накида. В следующую петлю делаем прибавку. Снова вяжем столбик без накида. Снова в следующую петлю прибавка. Это 2. В следующую петлю столбик без накида, прибавка. Уже третий раз. Далее столбик без накида, прибавка. Четвертый раз. Столбик без накида, прибавка. Пятый раз.
И последний раз столбик без накида и прибавка. Теперь у вас по кругу должно получиться 18 петелек. И последний 4-й ряд мы с вами будем чередовать 2 столбика без накида и прибавка. 1, 2. В следующую петлю пойдет прибавка. Снова вяжем. 1, 2. В следующую петлю прибавка. Это 2. Снова вяжем 2 столбика без накида и прибавка. Это у нас 3. 1, 2. Прибавка. Это 4. Снова вяжем 1, 2. Прибавка. Это 5. И 1, 2. Прибавка. Это 6. Итак, мы закончили с вами ряд. По кругу должно получиться 24 столбика без накида. И мы делаем соединительную петельку и отрезаем нашу ниточку. Я оставлю длинный конец для пришивания, для того, чтобы пришить наш животик. А мы с вами переходим к вязанию лапок. Для этого я беру желтую пряжу и мы начинаем. Итак, мы начинаем с вами вязать с воздушных петель. Если вы не умеете вязать воздушные петли, у меня на канале есть отдельное видео. Ссылка сейчас будет в правом верхнем углу. Можете перейти и посмотреть. А мы начинаем. Мы делаем первую петельку. И набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Набрали 7 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка мы будем провязывать подряд 3 соединительных столбика. Вторая петля — это вот эта петелька. Мы вводим крючок в петельку и сразу эту петельку протягиваем через нашу петлю. 1. Следующая. 2. И в следующую петельку вяжем. 3. 3 соединительных петли мы с вами провязали. Дальше мы набираем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И будем провязывать их также соединительными столбиками, начиная со второй петли. Вторая петля — это вот эта. И начинаем провязывать. Провязываем первую петельку. Дальше вторую и третью. Провязали. Дальше мы снова с вами набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И снова со второй петли мы начинаем провязывать соединительные столбики. Всего их будет 3. 1, 2 и 3. Провязали. Получились у нас вот такие маленькие пальчики. Итак, в 4-ю петлю мы провязываем с вами соединительный столбик. Вот сюда. Провязываем соединительный столбик. Тем самым мы соединяем наши пальчики, которые мы с вами только что сделали. Вот так получилось. И теперь по оставшейся с вами косичке, которую мы вот здесь вязали, мы будем провязывать 3 соединительных столбика. И так провязываем. 1, в следующую, 2 и в следующую 3. Итак, у нас получилась с вами вот такая милая лапка. Нам нужно связать вторую точно такую же. И, пожалуйста, оставьте длинный конец нитки для пришивания. Теперь берем розовую пряжу и начинаем вязать ушки нашему цыпленку. Итак, мы начинаем с того, что набираем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязали.
Дальше мы с вами вяжем 2 столбика без накида подряд, начиная со второй петли. В первую петлю столбик без накида и во вторую петлю столбик без накида. Провязали. Дальше 2 полустолбика с накидом. Как он вяжется? Делаем накид на крючок, вводим крючок вовнутрь, захватываем ниточку, и вот эту ниточку нужно протянуть через 2 петельки. Это 1 полустолбик с накидом. И второй. Снова накид на крючок, вводим крючок в петлю, захватываем ниточку и ее протягиваем через петельки. Провязали. Все получилось. Теперь мы с вами вяжем 5 столбиков с одним накидом в одну петлю. Делаем накид на крючок, вводим крючок в петлю и провязываем сначала первые 2 петельки, потом вторые 2 петельки. Так у нас делается столбик с одним накидом. Таких провязываем 5. Это у нас второй. Дальше. Третий. Четвертый. И пятый. Провязали. Дальше мы с вами снова вяжем 2 полустолбика с накидом. Делаем накид на крючок, вводим в петлю, подхватываем нить и ее протягиваем через петельки. И снова накид на крючок, вводим крючок в петлю и эту ниточку протягиваем через петельки. И у нас с вами остается 2 непровязанные петли. В них мы вяжем столбик без накида в первой и столбик без накида во второй петле. Итак, у нас с вами готово ушко. Теперь мы меняем ниточку на белую. Итак, как мы меняем ниточку? Розовую вы обрезаете. Крючок у вас сейчас здесь. Вы подхватываете просто белую ниточку и при этом немножко затягиваете кончик. Вот и все. Эти кончики можно просто ввязать. То есть, если они у вас попадут в вязание, они у вас хорошо закрепятся. Вы их просто вот так удерживаете на пальчике. Следующий ряд, второй, мы будем делать, начиная с прибавки. Сначала мы провязываем прибавку. Прибавка просто из столбиков без накида. Провязали. Дальше мы с вами вяжем 3 столбика без накида подряд. Видите, так как ниточка лежит на пальце, у вас кончики провязываются. 1, 2 и 3. Провязали. Дальше мы вяжем с вами 5 прибавок подряд. Первая прибавка в первую петлю. Дальше в следующую петлю снова прибавка. Это 2. В следующую петлю снова прибавка. Это 3. В следующую петельку прибавка. Это 4. И в следующую петельку снова прибавка. И это 5. Провязали. Дальше мы с вами вяжем снова 3 столбика без накида подряд. 1, 2, 3. И делаем прибавку. 1 и 2. У меня вот тут осталось немножко розового. Я еще сделаю сюда соединительный столбик. Вот так. Итак, таким образом у меня ушко готово. Теперь вам необходимо связать второе такое же ушко. Еще раз повторюсь, чтобы не путаться, например, если вас путает такая пряжа, вы пока не понимаете, как считать петли, берите обычную, не нужно брать мягкую. Если вы вяжете давно и вы не путаетесь, то, естественно, можете тоже использовать мягкую пряжу. Оставляю длинный конец для пришивания и напоминаю, вяжем второе ушко. Теперь мы переходим к вязанию ободка. Здесь пока все просто. Нам нужно с вами сейчас набрать 24 воздушные петли. Итак, я провязала 24 воздушные петельки. И теперь
Как мы делаем ободок? Нам нужно всего лишь провязать 23 столбика без накида. То есть, начиная со второй петли, вы до конца ряда провязываете просто столбики без накида. Я думаю, вы справитесь, это не так тяжело. Просто подряд вяжем 23 столбика без накида. Итак, смотрите, я довязала ободок до конца. Теперь, пожалуйста, отрежьте ниточку, оставляя длинный конец для пришивания. Итак, теперь мы берем пряжу основного цвета, чтобы сделать крылья. Итак, крылья мы начинаем вязать с кольца амигуруми. В кольцо амигуруми набираем 6 петелек. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Готово. Затягиваем наше кольцо. В первую петлю, как обычно, делаем соединительный столбик. Кольцо наше готово. Теперь второй ряд мы чередуем столбик без накида и прибавку. В первую петлю начинаем. Провязываем столбик без накида. В следующую петлю прибавка. Снова столбик без накида. И в следующую петлю прибавка. И снова вяжем столбик без накида. И в следующую петлю делаем прибавку. По кругу сейчас у вас должно получиться 9 столбиков без накида. Следующий ряд провязываем просто 9 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Провязали. Я рекомендую сейчас вывернуть немножко вязание, так как оно у нас начинает закручиваться, вам будет удобней. Вяжем с вами следующий ряд, 4. Мы будем чередовать 2 столбика без накида и прибавку. Всего 3 раза. Вяжем столбик без накида 1, 2 и прибавка. Снова столбик без накида, 2 столбик без накида и прибавка. И последний раз поворачиваем вязание. Столбик без накида, столбик без накида и прибавка. Сейчас у нас по кругу получилось 12 столбиков без накида. И, пожалуйста, следующие 2 ряда, 5 и 6, мы провязываем по кругу просто 12 столбиков без накида. Итак, мы провязали 2 ряда, теперь нам необходимо сложить пополам и провязать 6 столбиков без накида. Мы складываем пополам наше изделие, вот так, чтобы вы его видели. И вводим крючок в первую петельку. И такую же петельку мы должны найти с другой стороны. То есть у вас крючок пройдет вот таким образом. И провязываете просто столбиком без накида. Провязали. То же самое во вторую. Вы проходите насквозь через 2 петли. И провязали. 3, 4, 5 и 6. Итак, вы связали, получается, ваше крылышко. Пожалуйста, теперь отрежьте ниточку и оставьте длинный конец для пришивания. Вам нужно связать точно такое же второе крылышко самостоятельно. Теперь мы вяжем хвостик. Снова начинаем с кольца амигуруми. 6 столбиков без накида в него пойдет. 1, 2, 3,
4, 5 и 6. Теперь необходимо затянуть кольцо. И соединительная петелька, не забываем про нее. Сделали. Теперь следующий ряд просто провязывайте 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и в последнюю петельку 6. А в следующем ряду мы должны будем с вами сделать прибавки. В каждую петлю делаем прибавку. Итого в конце у нас получится 12 петелек. Давайте провяжем самостоятельно. Итак, я провязала всего 6 прибавок. И теперь последний ряд мы делаем убавки. Давайте вам чуть поближе покажу, как это выглядит. Итак, у нас есть петелька. У петельки есть две стороны, которая ближе к вам, две полупетельки, и которая дальше от вас. Вот мы делаем убавку за ближайшие полупетельки. Мы вводим крючок под первую и под вторую полупетельку. Протягиваем ниточку и провязываем. Это наша первая убавка. Вам осталось сделать таких всего 5, и наш хвостик будет готов. Итак, я сделала 5 убавок. На этом наш хвостик завершен. Теперь сделайте, пожалуйста, соединительную петельку. Вот так. И оставьте, пожалуйста, длинный конец для пришивания. А ниточку мы обрезаем. Итак, мы берем пряжу основного цвета, в моем случае кремовую, и начинаем вязать тело-голову нашего цыпленка. Итак, начинаем мы с кольца амигуруми. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали, затягиваем кольцо и первую петельку вяжем соединительный столбик. Первый ряд у нас готов. Дальше второй ряд. Во втором ряду делаем прибавку в каждую петельку. Прибавка — это 2 столбика без накида в одну петлю. Так, первую провязали, вторую. Теперь третья прибавка, четвертая прибавка, пятая и последняя, шестая прибавка. Сейчас по кругу у вас должно получиться 12 столбиков без накида. Теперь я попрошу вас взять контрастную ниточку для того, чтобы отмечать начало ряда. Мы кладем ниточку на начало ряда, чтобы нам было удобно и видно, где он начинается. Следующий ряд, третий, мы чередуем столбик без накида и прибавку. Столбик без накида и прибавка. Так мы с вами чередуем до конца ряда. В конце ряда получим 18 столбиков без накида по кругу. Довязали. Следующий ряд, четвертый. Мы перекидываем ниточку вот так, чтобы снова отметить начало ряда и не запутаться. И продолжаем вязать. Четвертый ряд. В нем мы чередуем 2 столбика без накида. Раз, 2. И делаем прибавку. Так мы снова чередуем до конца ряда. И в конце ряда мы получим с вами уже 24 петельки. Довязали. Перекидываем ниточку заново. Вяжем с вами пятый ряд. В пятом ряду мы будем чередовать 3 столбика без накида и прибавку. Раз, 2, 3 и прибавка. Так мы снова чередуем до конца ряда, и в конце ряда у нас получится 30 столбиков без накида. Итак, следующий ряд, шестой. В нем мы будем вязать 4 столбика без накида и прибавку. Раз, 2, 3, 4.
И в следующую петлю прибавка. 1 и сюда же 2. Так мы снова довязываем до конца ряда, и в конце ряда у вас должно получиться 36 петелек. Довязали ряд, следующий ряд 7, мы уже здесь чередуем 5 столбиков без накида и прибавку. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. Так снова чередуем до конца ряда, в конце ряда должно получиться 42 петельки по кругу. Довязали, переходим к 8 ряду. В нем мы вяжем 6 столбиков без накида и чередуем их с прибавкой. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И делаем прибавку. Так чередуем снова до конца ряда. И в конце ряда у вас должно получиться 48 петелек по кругу. Итак, мы с вами доделали 8 ряд. Сейчас у нас по кругу 48 столбиков без накида, 48 петелек. Теперь, пожалуйста, с 9 по 13 ряд включительно провяжите в каждом ряду 48 столбиков без накида. Итак, провязали 5 рядов. Теперь мы делаем убавки с вами. Следующий ряд, получается у нас уже 14. Мы с вами будем чередовать 6 столбиков без накида и убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и делаем убавку. Убавка делается за передние полупетельки. Провязываем их и потом провязываем 2 оставшиеся. Так мы чередуем до конца ряда. В конце ряда должно получиться 42 петли по кругу. Провязали. Теперь переходим к следующему ряду, к 15. В нем мы чередуем 5 столбиков без накида и убавку. 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. Так снова чередуем до конца ряда. И в конце ряда у вас должно получиться по кругу 36 петелек. Итак, довязали. Следующий ряд 16. В нем мы вяжем 4 столбика без накида и убавку. 1, 2, 3, 4 и убавка. Так мы снова провязываем до конца ряда. В конце ряда у вас должно получиться уже 30 столбиков без накида по кругу. Итак, мы довязали 16 ряд. Теперь, пожалуйста, следующий ряд провяжите без изменений. В нем будет 30 столбиков без накида. Итак, после того, как мы провязали 17 ряд без изменений, мы начинаем вязать. Мы вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И в следующую петлю делаем прибавку. Так мы вяжем до конца ряда, и в конце ряда мы получим 36 столбиков без накида. Следующий ряд 19, и мы в нем с вами вяжем уже 5 столбиков без накида и делаем прибавку. 1, 2, 3, 4, 5 и прибавка. Так снова вяжем до конца ряда. В конце ряда должно получиться 42 петельки по кругу. Переходим к следующему ряду. У нас уже 20 ряд. И мы будем с вами чередовать 6 столбиков без накида и прибавку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и прибавка. Так мы вяжем снова до конца ряда, и в конце ряда у нас получится 48 петелек по кругу. Итак, следующий ряд 21, и в нем мы уже чередуем 7 столбиков без накида и прибавку.
Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и прибавка. Так мы снова чередуем до конца ряда, и в конце ряда у нас будет 54 столбика по кругу. Итак, мы провязали. Следующие 5 рядов, пожалуйста, провяжите без изменений. 54 столбика без накида по кругу с 22 по 26 ряд. Итак, провязали 5 рядов. Теперь я рекомендую вам, пока у нас отверстие не закрыто, потихоньку добавлять детали. Сначала на голове вы можете прошить уже ободок, прошить ушки, сделать глазки и вышить мордочку, дальше добавить крылышки, и в дальнейшем, когда будем закрывать отверстие, можно будет также пришить пузико. Если вам удобно это делать после того, как вы сделаете голову вместе с телом, можете сделать так. Мне это удобно делать по ходу, тем более это удобно тем, у кого, например, глазки на безопасном креплении. Итак, показываю вам, что у меня получилось. Я пришила лапки, а также оформила мордочку. Так как у меня глазки с безопасным креплением, я их уже прикрепила, пока у нас есть еще время на это. Также сделала клювик, оформила щечки и уже пришила ободок с ушками. Теперь мы с вами будем закрывать отверстие нашего туловища. Нам нужен будет наполнитель, мы будем с вами набивать игрушку. И также потом, когда еще пару рядов провяжем, я бы хотела пришить сразу животик и с обратной стороны хвостик. Сейчас мы с вами продолжаем довязывать. Итак, мы вяжем следующий ряд. Здесь мы чередуем 7 столбиков без накида и убавку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 и делаем убавку. Так мы вяжем с вами до конца ряда. В конце ряда у нас должно получиться 48 петелек по кругу. Итак, следующий ряд, уже 28. Мы с вами чередуем уже 6 столбиков без накида и убавку. Раз, два, три, 4, 5, 6 и убавка. Так мы чередуем до конца ряда. В конце ряда у нас должно получиться уже 42 петельки по кругу. Итак, довязали. Следующий ряд 29. В нем мы чередуем уже 5 столбиков без накида и убавку. 2, 3, 4, 5 и убавка. Так чередуем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 36 столбиков по кругу. Итак, вяжем следующий 30 ряд. В нем уже чередуем 4 столбика без накида и прибавку. 2, 3, 4 и прибавка. И после этого ряда я рекомендую вам, если вы, как и я, оформляете уже детали, пришить пузико, то есть животик, и сзади оформить хвостик. Если вы будете делать это в самом конце, собирать все детальки, можете сделать так. Итак, довязываем и оформляем. Итак, я оформила животик и хвостик. Теперь мы с вами довязываем дальше. У нас 31 ряд. В нем мы будем вязать уже 3 столбика без накида и делать убавку. 1, 2, 3 и убавка. Так мы чередуем до конца ряда. Пожалуйста, не забывайте в этом ряду уже набивать потихоньку игрушку наполнителем. И в конце у вас получится 24 столбика по кругу. Итак, довязали, потихоньку набиваем. И следующий ряд мы будем чередовать 2 столбика без накида и убавка. 1, 2 и убавка. И не забываем каждый раз добавлять наполнителя. Итак, провязали и вяжем последний ряд. Мы будем чередовать 1 столбик без накида и убавку.
Добавляем еще наполнителя, и потом я буду показывать, как мы с вами закрываем наше отверстие. Итак, довязали. Теперь вам необходимо обрезать ниточку. Голубую нитку мы вытаскиваем, она нам больше не понадобится. Вы обрезаете ниточку, и вот эту петельку вы вытягиваете после того, как обрезали. Теперь вставляем нитку в иголку, и сейчас будем закрывать наше отверстие, параллельно набивая игрушку. Итак, вдели нитку в иголку. Теперь что мы должны сделать, чтобы аккуратно закрыть отверстие? Мы захватываем за переднюю полупетельку и ее прошиваем. Весь ряд мы должны прошить с вами таким образом. За переднюю полупетельку мы просто прошиваем. Когда мы прошьем весь ряд, нужно будет просто потянуть за ниточку, и наше отверстие до конца стянется. Потом вы можете сделать узелок и спрятать ниточку вовнутрь. Итак, отверстие полностью закрыто. Теперь необходимо пришить лапки. Итак, я пришила цыпленку лапки, и теперь у меня все готово. Теперь я могу наконец-таки вам показать его во всей красе. Смотрите, вот такой малыш у меня получился. Мне очень нравится, что я выбрала плюшевую пряжу. Мне кажется, цыпленок получился очень милым. Но я думаю, и с обычной пряжи выглядит довольно здорово. Поэтому я надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс. Пишите обязательно в комментариях, каких цыплят связали вы и кому собираетесь их подарить. А мы с вами увидимся совсем скоро уже в следующем видео. Всем пока!